И сегодня хотелось бы поговорить, скажем так, обратиться к разработчикам. Здравствуйте, уважаемые разработчики. По поводу того, что как можно, немножечко где-то приукрасить, где-то немножечко подпилить нашу замечательную игрушку. Ну и в первую очередь я бы хотел все-таки упомянуть здесь сейчас такие моменты. То есть вот, например, у меня есть 8000 карточек. Я, например, хочу сделать эволюцию. Но я хочу сделать эволюцию не 825 карточек и не 5 карточек, а, например, 350 карточек. То есть в данный момент решение проблемы только одно. Это вот мне тыкать и, соответственно, по 5 карточек выгнать 350 карточек вот сюда. Почему бы не сделать, чтобы при долгом нажатии, например, 2 секунды, например, появлялось окошечко, мы вбивали цифры, соответственно, сколько нам надо душ перекинуть, и все это спокойно потом и перекинулось. Вот это что касается вот этого. По мне, так это гораздо упростило бы, скажем так, жизнь. Следующее. Это по поводу, даже элементарно взять учеников. Вот, например, у меня есть ученица такая Марсин. Вот я могу, видеть ее основную колоду, там могу с ней в бой сходить и прочее. Но, например, вот она просит меня подсказать что-то по колоде. Я, соответственно, вижу ее пачку основную, и все. И я начинаю уже интересоваться, получается, что у нее есть, какие карточки, легендарные, эпические, редкие. Почему не сделать вот здесь, например, доп-кнопочку, что посмотреть всю коллекцию этого игрока, вот Марсин, например. Я здесь нажал на кнопочку и, соответственно, увидел все ее карточки, которые у нее присутствуют. Мне кажется, это не так сложно сделать. И это гораздо облегчило бы жизнь именно в плане того, что и помощи ученикам, и просто вот помощи, там, например, обращаются ко мне вот периодически люди, что помоги там с колодой. А я вот начинаю их озадачивать, что присылайте мне скриншоты туда-то, туда-то, чтобы я увидел вашу коллекцию. Вот почему бы не сделать здесь, чтобы, например, вкладочку тоже элементарно можно добавить «Вся коллекция». Ты нажал сюда и посмотрел, соответственно, коллекцию человека. Это вот второй момент. Третий момент. По поводу события. В основном, у меня претензий нет. Все нормально абсолютно. То есть и боссы раньше было, что когда, допустим, вот на второй главе ты сыграешь босса, тебя выкидывало на третью. Починили. Спасибо. Теперь по поводу вот этого, именно бонусного сундука. То есть хотелось бы видеть, сколько искр осталось. Добавьте вы сюда какую-то, я не знаю, там строчечку, которая будет меняться. Что сколько вот, например, мне сейчас осталось искр. Я могу посмотреть в вики, сопоставив, сколько я уже искр потратил, сколько у меня должно к шестому сундуку быть потрачено, чтобы я его открыл. Но это же, опять же, это заморочки для людей. Не все, например, вики пользуются. Многие вообще не знают, что она существует. Поэтому введите здесь какую-то либо отдельную вкладочку, либо сюда введите. Сколько осталось потратить рунок вот этих вот до следующего бонусного сундука. Это чистая косметика, и, по-моему, это тоже поможет людям очень сильно. По поводу вот этого сундучка. Тоже писали, просят, и не один человек, что сделайте, чтобы карточки из этого сундучка срабатывали во второй главе, или в третьей главе, где надо там либо 450 легендарных душ найти, либо во второй главе, где надо получается, легендарных героев достать. Как-то иначе просто получается нечестно, потому что на самом деле этот прогресс, довольно много надо сундуков открыть, и они, получается, просто карточки. То есть я благодарен, что лишняя эта плюшка, она никогда лишней не будет. Но почему бы действительно не сделать? Некоторым людям это действительно, может быть, облегчило бы как-то немножечко события. Раз мы оказались в магазине, соответственно, также писали, и не один человек опять же писал, из подписчиков и просто из зрителей, что верните эликсир. Верните эликсир в магазин для продажи за изумруды. То есть вы, конечно, убрали это задание из охоты, спасибо вам за это, что там купить эликсира. Но задание туда можно и не возвращать на самом деле. Просто введите там, 1000, допустим, и 5000 эликсира. Там ценник уже на ваше усмотрение. Например, у меня сейчас там около 40 тысяч эликсира, а у кого-то его нет. Для войны надо, и человека начинают напрягать, допустим, в некоторых гильдиях. У него получается из-за этого небольшие проблемы. Также писали тоже, что просят, чтобы, мы можем попросить, например, белые души, мы можем попросить
синие души у своих друзей, почему бы не сделать эпики? Нам хотя бы по 5 карточек, например. Ну, кому-то это тоже сильно поможет, например. Кто-то будет копить одного героя там и что-то то, пятое, десятое. То есть, вот, почему бы не сделать, чтобы 5 карточек было? Также было предложение, но я сам к этому довольно скептически, если честно, отношусь. Ну, конечно, было бы здорово, что, например, можно было бы помогать либо другу, либо сагильдийцу, либо, может быть, ученику сделать, ну, не знаю, там это уже такое уточнение, что легендарными душами, например, во время там события или просто, например, можно было бы человеку там легендарные души, не имеются в виду новые герои, именно те, которые есть. То есть, например, человек застрял там, вот как я вот на данный момент, там 14 уровень надо набрать персонажу, у меня 13, допустим, мне там подарили 50 душ. Я потом, может быть, другому человеку как-то помог. То есть, ну, вот в таком плане. Также писали, что по поводу охоты. То есть просили, чтобы можно было сделать, ну вот, например, у меня есть синий сколь, и у меня вот, допустим, опять же, спасибо вам, вы мне подарили в апреле, по-моему, стального хати. Это все здорово, но вот люди просят, что, например, есть у него стальной сколь, то есть они просят, чтобы прокачка шла, допустим, до какого-то там определенного уровня вы его довели, ну, например, даже вот до того же самого 26-го. Я понимаю, что это, конечно, звучит дико, доводить синего, например, до 26-го, и потом он становится эпическим. Я так понимаю, что все-таки просили, как бы, что, например, мы его доводим до 11-го, он становится эпическим, мы его доводим до 21-го, он становится легендарным, и потом мы его, например, качаем до 31-го. Вот в таком плане. Я понимаю, что это экономическая модель ваша, и поэтому питомцы, так как они дают очень неплохое преимущество, они сделаны за реальные деньги, но вот люди написали, я как бы просто ретранслирую такие вот желания людей. Вот. Так, ну, вроде основное такое все сказал. По поводу арены богов, да, еще. У нас, получается, арена богов идет двое суток. То есть, соответственно, у нас проходит 15 арен богов. Это здорово. Почему бы не сделать одну из 15, то есть раз в месяц, именно с легендарными душами? Ну, буст будет небольшой на самом деле для людей. Для меня вот эти 500 душ, это уже сейчас небольшой буст абсолютно. То есть это один уровень для карточки, например, какой-то. Если выпадет нужно, и так в основном падает, ну, шлак откровенный. Вот. И почему бы не сделать раз в месяц? Мне кажется, людям было бы приятно, и это не так бы сильно, ну, скажем так, повлияло бы на вас, самих разработчиков. То есть одна какая-то интересная арена в месяц, чисто с легендарными душами. Пускай даже они будут вдвое срезаны от того, что человек получает, вот, например, из этого сундучка. Пускай они будут вдвое срезаны, там, те же самые, либо сделать вообще стабильно, там, сотни душ. Но все равно это будет приятно. То есть, как вариант, почему бы и не рассмотреть. Ну, я не буду сейчас касаться двухфазного випа, я свое отношение уже к нему высказывал не раз, что мало того, что ты копишь вип-очки, потом еще ты вынужден покупать время. Но это уже чисто мои заморочки. Каждый к этому относится по-своему. Ну и, конечно же, многие всегда пишут, что по поводу потасовки, увеличить награды, либо еще что-то. У меня, во-первых, есть вопрос, во-вторых, есть небольшое все-таки пожелание. Ну, во-первых, вот я сколько не бился, мне даже люди писали, что 3 попытки можно только в день выбить. Почему бы не сделать все-таки, ну, хотя бы 5 попыток? Я просто помню, что раньше выпадало, когда были приключения другие, и по 3 попытки за раз, и по 2. Почему бы не сделать час так же? Например, максимум 5 попыток. Почему бы не сделать, чтобы 2 попытки сразу выпадало? Ну, опять же, это настолько мелочи вот такие. Ну, и по поводу вот этих монеток, раз уж они есть, ну, сделайте хотя бы, ну, я не знаю, 50, 25, например, или там 50, 30, 20. Вот в таком плане. То есть это будет как-то, ну, 5 монеток вот таких, ну, это совсем не серьезно в нынешнем магазине, учитывая, сколько сейчас стоят все карточки там. То есть от 100 монет, это по 5 монет, если ловить, это вам нужно сыграть в районе, наверное, 500-600 потасовок, чтобы купить там 75 карточек эпического героя. Ну, это... Я понимаю, что как бы потасовка создана для того, чтобы тестить колоды и прочее. И, кстати, когда вот мы, например, я даже сейчас включу, когда мы проводим тренировку, то есть я, например, вот здесь
не могу посмотреть своих нанесения, как бы, например, тех же самых проклятий. Я не могу посмотреть, ну это же неправильно. Вот, например, я кинул ему проклятие, теперь я хожу за него, и я не могу его посмотреть. То есть и также здесь не могу. Вот сейчас здесь могу посмотреть. А вот здесь я, например, на себя сразу не могу посмотреть. Почему бы не сделать? И, кстати, в играх тоже это все здорово. Там спасибо, хорошо сработано. Почему я не могу посмотреть сразу? Вот когда на меня направлено вот здесь, я не могу посмотреть. Здесь могу, получается, вот. И здесь уже не могу. Вот. А, это я питомца могу. Все. Я не могу посмотреть состояние Огра. Какое у него состояние. То есть из-за этого возникает очень большая проблема. То есть смысл вот этого тренировки как раз в том, чтобы видеть состояние своих огров. А так я, получается, питомца могу посмотреть. Самого огра я никаким макаром посмотреть, к сожалению, не могу. Ни здесь, ни там, ни пятое, ни десятое. Очень сильно это не хватает этого. Так, здесь я сейчас сдаюсь. И также в лигах я не могу посмотреть огра, соответственно, самого, когда бьюсь, своего. Я не могу посмотреть, сколько на меня проклятий наложено. Что у меня вообще, сколько ходов осталось для лечения, например, ну, чтобы мне в уме не считать, это образно. Вот, если вы будете тем более развивать тему проклятий, то это будет очень не хватать этого. Просьба большая как-то изменить немножечко. Ну и по поводу нового героя, я видел в Дискорде проводится опрос по поводу нового героя, я выскажу свое небольшое мнение. Я считаю, что этот герой должен, ну, что-то типа воровать бафы. Например, либо бафы, либо воровать умения. То есть это, мне кажется, внесло бы какое-то разнообразие и интерес. Например, та же самая Юстью поставил, частенько это делает партию целиком. Тут же ты ставишь, например, своего этого героя, если Юстия не прикрыта, просто в наглую стоит, то ты, например, просто воруешь у нее ее умение. Даже тут, я не знаю, скорее разговор все-таки идет о воровстве умений. То есть не надо новому герою никаких полетов там, никаких неуязвимостей. Сделайте действительно там кражу, например, умений. Вот как-то вот так. Ну, либо что-то от этого производное. Моя фантазия все-таки тоже ограничена. Вот на этом, наверное, все я сказал, поэтому благодарю всех, кто подкидывал идеи, которые можно передать разработчикам. Я вам крайне признателен. Ну, и на этом все. Я говорю вам пока-пока, ребят. Пока. Увидимся.